Здравствуйте, Скорпионы! Сегодняшний Таро-прогноз мы делаем для вашего знака Зодиака. И расклад, который нас сегодня интересует, расклад на неделю. Неделя с 16 по 22 марта. Давайте посмотрим, что же вас ожидает и какие вам карты сегодня выпадут, что интересного произойдет у вас с понедельника по воскресенье. И на каждый день недели мы для вас, скорпиончики, достанем по одной карте. Сначала из основной колоды, а затем из колоды дополнительные. И посмотрим, какие у вас, соответственно, сочетания карт выпадут. Я напоминаю, что это общий Таро-прогноз. Он не личный, он не персональный. Тем не менее, я надеюсь, что большинству из вас здесь смотрящих это видео, этот расклад подойдет, найдет отклик в вашей жизни, в вашей жизненной ситуации, и вы оставите какой-то отзыв, может быть, сообщение к этому видео. Я буду знать, что не зря этот ролик записала. Но также не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Я также буду очень и очень рада новым зрителям и новым подписчикам. Итак, давайте посмотрим с 16 по 22 марта, какие же события ожидают наших скорпиончиков. Начинаем мы с основной колоды. И смотрим. Понедельник, кстати, такая же карта выпадала у Дев в понедельник. Так, дальше смотрим. Скорпионы. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Ну, давайте разбираться, почему такие карты. Первая тройка пентаклей. Карта работы. Возможно, какой-то совместной с кем-то работы, какого-то совместного проекта, где вы там, не знаю, с коллегами сообща работаете на одну цель, выполняете какие-то задачи. То есть здесь совместная работа. Она может быть совместной с там, коллегами по работе, а может быть и совместная какая-то задача, которую вы решаете в кругу семьи. Но в любом случае вы как будто бы вместе делаете какое-то общее дело, да, для достижения результата. Также вы можете здесь начинать какой-то проект, то есть находиться в начале пути, в начале какой-то рабочей ситуации, соответственно. То есть это еще только самое начало. Идут десятки пентаклей, еще очень далеко. Но по тройке пентаклей вы уже здесь начинаете что-то делать. Да? И вы уверены в успехе, вы уверены в результате, вы знаете, что то, что вы делаете, оно принесет хороший результат, но займет время, потому что вы только-только в самом начале, вы только-только начали закладывать фундамент или делать какую-то работу. Но в целом карта хорошая. Она говорит о том, что вам, скорее всего, нравится делать то, что вы здесь делаете, скорпиончики. Да, карта действительно неплохая. Давайте посмотрим дальше, что у скорпионов здесь есть еще на понедельник. Есть еще карта Луна, и она переходит в карту Отшельника. То есть, возможно, по карте Луна, может быть, ближе к вечеру появляются какие-то переживания, какие-то сомнения, страхи, что что-то может у вас не получиться, что-то может пойти не так, да, возникают какие-то по этому поводу сомнения или неуверенность в себе, может быть, боязнь, что вы столкнетесь с обманом или с нечестностью чьей-то, да, то есть вот она карта Луна. У кого-то может быть бессонница, плохо засыпать можете или что-то в таком духе. Кстати, могут быть и вещи, сны здесь какие-то. Обратите тоже внимание на вот этот период. И дальше он переходит в карту Отшельника. И Отшельник — карта Девы, да, у кого-то может быть и общение с человеком знака Дева, но карта Отшельника, кстати, Луна, Рыбы, может быть Рыбы, да, здесь тоже какое-то отношение вот к началу недели имеют. Дальше Отшельник. И вот этот Отшельник, он показывает, собственно, ваше желание уединиться, ваше желание как-то, может быть, отстраниться от других людей и больше побыть один на один с собой. Вот как будто бы вам хочется отдыха от окружения, от какого-то шума, от суеты. Вам хочется разобраться в себе, вам хочется пройти определенный путь сознания или, может быть, вашего развития духовного, да, прийти к какому-то мудрому решению, да, там, про мудрость, карта Отшельника. Может быть, про желание спросить у кого-то дельный совет, у человека, которому вы доверяете, может быть, это кто-то старше вас, поэтому карта
карта отшельника здесь есть. Ну, в любом случае, такое достаточно интересное здесь такое сочетание. Давайте посмотрим дальше, что здесь еще есть у скорпиончиков. У скорпионов дальше есть карта рыцаря жезлов. И вот здесь вот интересно, потому что она выпадает у вас, эта карта, в тень, она выпадает как дополнение, она показывает, что в целом вам желательно здесь не уходить в себя, не уходить в состояние этого отшельника, а все-таки стараться проявлять себя, проявлять по рыцарю жезлов свой энтузиазм в каких-то вопросах. Может быть, рискнуть там, где вы боитесь рискнуть, потому что по карте отшельник это такой человек, который очень скрупулезный к деталям, он такой вот очень методичный, очень как библиотекарь, знаете, вот сидящий, работающий вот над какими-то там буковками, циферками, какой-то статистикой или вот чем-то таким. То есть здесь нужно уметь рисковать, здесь нужно действовать, здесь не нужно бояться проявления себя как таковых. И хоть здесь выпадает не ваша стихия, а огненная, но вы вот должны таким образом, скорее всего, себя проявлять, хоть вам, может быть, этого и не совсем хочется. Дальше идет карта дьявола. Здесь желание что-то получить, как соблазн, сильное желание получить желаемое, и вы вот всей душой, может быть, хотите это здесь заполучить, и всячески все делаете для получения того, что вам кажется важным по дьяволу. То есть по дьяволу это может быть как искушение, да, серьезное, которому сложно противостоять, сложно в чем-то себе здесь отказать. Может быть проявление какой-то сильной привязанности или страсти к чему-то, опять-таки, что вам нравится или кого вы любите, может быть здесь проявление такое. Но обратите внимание, они здесь скованы цепью, как тоже обременение какими-то какой-то вот этой скованностью и ограничениями, которые могут быть со стороны другого человека, да, который чем-то одержим по отношению к вам, допустим. Или у вас может быть какая-то, не скажу прямо одержимость, но вы знаете, как какие-то плохие здесь привычки, да, какие-то зависимости, которые могут давать о себе знать, то есть какие-то негативные проявления или какие-то негативные проявления вашего характера, которые могут о себе дать знать. Или вы сталкиваетесь с человеком, который вот таким вот образом себя проявляет, что тоже может быть не очень хорошо. Ну давайте посмотрим, скорпиончики, что здесь у вас еще есть в среду. Вместе с картой дьявол, карта влюбленная, опять-таки пара людей. То есть тут вот такая вот пара, да, здесь пара влюбленных тоже. Это пара, это парные отношения, это союз в паре, это, собственно, ваше желание по карте влюбленная как-то усилить связь, может быть, улучшить страсть или проявление страсти в отношениях, в паре. Это ваше желание здесь сделать какой-то серьезный выбор, которого вы очень хотите, собственно, да, сделать выбор, как вам хочется, как вы желаете, собственно, по карте влюбленная. И дальше идет карта двойка мечей. И вот двойка мечей в четверг, она больше сдержанная, она более закрытая, она больше о проявлении стойкости в каких-то вопросах по двойке мечей. То есть вы не знаете здесь, сделать какой-то шаг или нет, сделать действие нет, или подождать, или вот как, или понаблюдать, что делать. Вот как какие-то сомнения у вас здесь возникают, какие-то по этому поводу волнения. В четверг у скорпионов. И тут же карта колеса фортуны, удачи, которая на вашей стороне. И в целом вот здесь вот вы можете себя как будто сдерживать от важного решения. Хотя оно на самом деле для вас нужно и важно. И здесь вот вы... Карта вот этого двойка мечей, да, она показывает, собственно, что вы стараетесь что-то лишнего не сделать, не сказать, ну вот как будто бы, да, сдержать себя от проявления каких-то здесь шагов, и это будет для вас успешно и хорошо. То есть это будет правильно. Лучше таким вот образом себя здесь вести, то есть это будет проявлением для вас успеха, соответственно, по колесу фортуны. Дальше идет карта шестерка жезлов, карта победителя, карта человека успешного, который хороший результат получает к концу недели. То есть вы можете здесь что-то, во-первых, успешное сделать. Также вы можете успешно завершить какую-то работу, вас за это могут похвалить. Не знаю, может быть, даже какое-то вознаграждение получить. Но в целом вот карта победителя, да, человека, который мудрые решения принимает, который лидер, на которого внимание обращают. Вы можете куда-то приехать, где на вас обращают внимание, где вы в центре внимания, где к вам прислушиваются. Да, карта хорошая, карта шестерка жезлов у скорпионов на пятницу. И тут же у вас семерка мечей, которая показывает, собственно, и я бы сказала, что желание
Если мы говорим о шестерке жезлов как о победе, о том, что вы здесь мудростью получили какой-то хороший результат, то здесь вот семерка мечей говорит о том, что вам не нужно хитрить, вам не нужно здесь не нужно какие-то обходные пути искать, соответственно, потому что это не будет успехом для вас. Нужно быть максимально честным по отношению к себе, мудро поступать, благоразумно, да, быть хорошим лидером для окружающих, быть хорошим примером и ни в коем случае не выступать в роли какого-то вот такого лицедея, да, который будет какой-то хитростью добиваться этой победы. Соответственно, опять-таки вы можете столкнуться с тем, что кто-то может попытаться вас обмануть или как-то предать, или что-то такое вот сделать здесь нехорошее, но вы, скорее всего, на эту ситуацию не поведетесь и, опять-таки, выйдете здесь победителем в этой ситуации. Кстати, может быть и поездка. Едете куда-то, семерка мечей и поездки, может говорить, едете куда-то, где вы с кем-то встречаетесь, и да, может быть здесь ваши ожидания расходятся с реальностью, да, то есть вы каким-то самообманом таким здесь занимались, то есть вы ожидали увидеть что-то другое, да, или получить что-то другое, но тем не менее для вас хорошая карта, шестерка жезлов выпадает основной. Дальше тройка кубков, карта праздника, карта радости и успеха, может быть хорошего времяпровождения у скорпиончиков в субботу, то есть карта общения с близкими, друзьями, с родственниками, с десяткой пентаклей. Здесь может быть что-то и отмечаете, может быть вас куда-то приглашают родные, близкие, потому что десятка пентаклей, она о стабильности в доме, о успешных каких-то взаимоотношениях с близкими. А также, если мы говорим даже о делах, о работе, то здесь успех в делах, успех в чем-то, что приносит вам, соответственно, деньги, стабильность. И карта пятерка кубка вот как будто бы не вяжется с такой хорошей картой рядом, потому что показывает человека разочарованного, что-то не получилось, может быть, возникли какие-то разногласия, конфликты в отношениях там, с близкими дома, да, как проблемы в доме. И человек не замечает чего-то хорошего, что у него явно есть за его спиной, то есть зациклен на неудаче, на каких-то проблемных вопросах или на каком-то конфликте, о котором мы уже говорили. Вот давайте посмотрим, почему здесь вот эта печальная такая карта у Скорпиона выпала, и она выпадает вместе с девяткой пентаклей. То есть опять-таки по девятке пентаклей вы здесь, да, действительно можете быть разочарованы, я бы так сказала, какой-то проблемой в доме, может быть, даже каким-то визитом или чьим-то визитом здесь, и он может вас почему-то разочаровать, не знаю, почему так. А вы можете также быть разочарованы какой-то неудачной покупкой или неудачным вложением денег, неудачной какой-то вот тратой денег, возможно. И не замечаете чего-то явно позитивного и хорошего, что вам дает это опять-таки трата денег, к примеру. Не знаю, или что-то поменяли в своем имидже, там в своей прическе, внешности, что-то вам не понравилось, допустим, не совсем так вы хотели, как ожидали. То есть опять-таки можете из-за этого немножечко расстроиться. Вот почему-то такое вот, да, здесь такое сочетание. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для скорпионов мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.